Быть оригинальным — это тяжело. Кто-то что-то использовал чуть раньше, чем ты, и все, ты сплагиатил. Я, к примеру, в прошлом году на Хэллоуин хотел сделать обзор на Дом монстра. Я начал писать сценарий, придумывать шутки, анализировать сюжет, но потом я увидел, что за неделю до меня уже сделал обзор другой человечек. И я смотрю его видео, смотрю свой сценарий, смотрю свое видео, смотрю его сценарий и понимаю, что ничего нового я в своем видео уже не скажу. А потом еще ностальгирующий критик сделал обзор, и в общем не судьба была. А в этом году, летом, после Ёшки, я хотел рассказать об игре Road 96. Хотел рассказать про уникальные механики, интересный сюжет, прекрасную музыку и хотел сделать очень необычный и красивый эдит в конце. Но там меня тоже опередили, да! И с каждым годом быть оригинальным все труднее и труднее. Все уже придумано, перепродумано и украдено до нас. Но все-таки иногда встречаются такие проекты, которые, взяв какую-то чужую идею, делают не хуже, а даже лучше. Наверняка вы видели или хотя бы слышали о Rusty Lake, нидерландской инди-студии, которая создала целую кучу point-and-кликов с психоделичными мега-сюрреалистичными головоломками, от которых нередко плавится мозг. Благодаря этому, к слову, они и смогли выделиться среди кучи подобных игр и набрать нехилую такую популярность. Ну и конечно, где бурлят деньги, славы и блэкджек, там всегда найдутся подражатели, которые захотят оттяпать себе лакомый кусочек. И в 2019 году появляется некая студия Dark Dome, о которой и пойдет речь в данном ролике. Студию Темного Купола основали два перуанца. Aldo Mujica Luli И Sandro de la Riva Agüero. Los pingüinos me la van a mascar. Саня как бы новичок в играх, засветившийся только лишь в любительском мини-сериале Los Cinéfilos. 2013 года. А вот алдовый мужик неплохо так наследил в индустрии. Еще в 2006 году он основал студию Inca Games, что была переименована еще раз 8 и которая за эти 18 лет создала более 200 трэшовых флеш-игр, и причем останавливаться на этом не собирается. И хоть их игры про Обаму, Мистера Биста и Леди Гагу, мягко говоря, так себе, дерьмище полное говно полнейшее, все же игры Dark Dome это совершенно другое. Начнем с визуала, который, ну прям один в один, как в Rusty Lake. Я буквально могу чередовать футажи, и вы не всегда сможете понять, какие кадры откуда. Скажете плагиат, плагиат, а я скажу, что, во-первых, как стиль рисования может быть сплагиачен, а во-вторых, это больше не плагиат, а вдохновение. Почему? Сейчас объясню. В играх Dark Dome все действия разворачиваются в городке Hidden Town, местном Gravity Falls. Там и ведьмы, и культисты, и квадроберы, и всякая такая паранормальная хрень. И проходя игры одну за другой, вы не только раскрываете секреты и тайны данного города, но и продвигаетесь по цельному и единому сюжету, представляете? И чё, в играх Rusty Lake тоже цельный единый сюжет есть? Да? Где? Вот сейчас поймите, главное в Rusty Lake, конечно, головоломки, но сюжет же, по идее, там тоже есть. Только вот найдите мне хоть одного человека во всем мире, который бы прошел все их игры и хоть чуть-чуть бы понял, что это за кубы, что за черное нечто и почему эта баба все время дохнет. Все эти сюжетные линии либо не имеют смысла, либо этот смысл известен только разрабам. А в играх Темного Купола есть не просто сюжет, там порой бывают такие повороты и переплетения, от которых ты реально в шоке. Спойлерить не хочу, лучше вам самим пройти. Ведь пройти эти игры вам уж точно не составит труда, так как даже головоломки сделаны как для людей, а не шизофреников. Все очень просто и интуитивно понятно, нет излишней психоделики, не любишь пятнашки, можешь пропустить. Застрял, не знаешь, что делать? Вот тебе максимально удобные бесплатные подсказки, бери да пользуйся, сколько влезет. В то время как в Rusty Lake, если ты не знаешь, что делать дальше, либо придется все совсем перетыкивать, либо смотреть прохождение на ютубе. А ежели разрабы и удосужатся сделать встроенные подсказки, то они будут не везде и зачастую только с толку сбивать. Вот здесь точно. Я оставлю тебя наедине с твоей больной фантазией, не надо на меня все это приписывать. Да даже по части музыки Dark Dome опережает Rusty Lake, понимаете? В Rusty Lake просто чистый эмбиент, типа... Если есть какая-то реальная композиция, то либо в особых моментах, либо в титрах. А Dark Dome это просто музыкальный кладезь. В каждой игре, в каждой локации есть своя мелодия. Да в этих играх столько музыки, что у меня все видео лишь из них и состоит. И что главное, она не отвлекает, когда нужно подумать, и расслабляет, когда думать уже не хочется. Безупречный баланс. И я сейчас такой нахваливаю, ух, какие они белые, пушистые, классные.
Нет, естественно, не все так гладко, и минусы, конечно, присутствуют. Первое и самое очевидное – это перевод игр. Чистый Google переводчик во всей его красе. То слова вылезут из текстового пузыря и сольются с фоном, то сестра сменит пол и станет еще одним братом, то актерша психбольницы средь разговора попросит на нее подписаться. Ты чё, мать, даже я этого не делаю. Еще у игр данной студии есть какой-то странный баг, который они не могут исправить уже 5 лет. Почему-то после катсцен зачастую мы секунд 15 не можем ничего делать. Игра будто зависает, хотя на самом деле все в норме. И так каждый раз из игры в игру. С чем это связано и почему разрабы все никак не могут это исправить, я понятия не имею. Но этот баг иногда сильно выбивает из медитативного повествования, что не очень приятно. Хотя иногда сам сюжет может выбиваться. Особенно экшн-сцены, если их так можно назвать. Потому что слово экшен тут ничего от слова совсем. Ты просто не чувствуешь напряжения, и для тебя все это выглядит как школьный КВН перед выпускным. Однако в совокупности с приятным геймплеем, интересным сюжетом и хорошей музыкой данные проблемы покажутся мелочью, к которым со временем просто привыкаешь. Dark Dawn буквально скопировали всю концепцию Rusty Lake и сделали ее лучше. И эти игры уж куда лучше, чем весь тот шлак, что выходит на мобильном рынке. Ах да, это мобильные игры, я только сейчас об этом сказал, да? Вот такой вот получился ролик. Пришлось выкинуть в топку 2 сценария и быстро калякать третий, чтобы хоть что-то вам показать. Получилось скомканно, тухло, уныло, скучно, но надеюсь вы поймете, ведь времени очень мало из-за того, что на мне сейчас висит несколько проектов одновременно. Был бы рад, если бы вы написали, что думаете о данной серии игр и какова она в сравнении с той же серией Rusty Lake. А то вдруг я опять ушел в субъективщину и вообще ничего не понимаю, как всегда. Ну а я, пожалуй, пойду еще пару сценариев перепишу, чтобы наконец сделать вам видео, которое вы ждали почти год. Но об этом как-нибудь в другой раз. Написал, значит, сценарий, записал, значит, голос, начал делать монтаж, и тут...